Всем привет и с Новым годом, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-5 самых шокирующих моментов между Тэхёном и Чингуком. А после обсудим главные новости недели про наших дорогих Вигу. Пятое место. Чингук кормит своего медвежонка. 3 января вышли 5 и 6 эпизоды BTS Monuments Beyond the Star. И мы увидели момент, где Чингук кормит своего драгоценного Тэхёна. Согласна, гораздо вкуснее, когда кормит любимый мужчина. Вопрос, как мне перестать это смотреть? В секунду превратилась в лужицу. Это фото нам Джун выложил 2 года назад, когда поздравлял Тэхёна с днем рождения. Поклонники Вигу тогда были уверены, что рядом с Тэхёном сидит Чингук, но кое-кто говорили нам: выйдите из своих фантазий. Мы уже интуитивно чувствуем, когда они рядом, и как приятно осознавать, что мы не ошиблись. 4 место. Чингук доедает за Тэхёном. Помните, как Чингук дал попробовать Тэхёну рамен? Ладно, кормит с одной вилки, но я все еще думаю об этом. Как Чингук съел выпавшую изо рта Тэхёна еду. Как он потом на него посмотрел, не моргая, и как Тэхён провел Чингуку по подбородку. Они очень близки. Постоянно бабочки в животе, когда наблюдаю такие моменты. 3 место. На Чингуке куртка с медведем и тигром. Чингук претендует на своего мужчину всегда и во всем. Даже выбирает громкоговорящую одежду. Обратите внимание на нашивки на куртке. Значки с изображением медведя и тигра. А как Тэхён смотрит на них, как бы незаметно. Было бы еще более удивительно, если бы значки были слева на сердце Чингука. Хотя тигренок уже давно там поселился. Я думаю, Чингук купил эту куртку только из-за значков. 2 место. Знак тела. Тэхён всегда опирается на Чингука всем телом. А как вы знаете, по учениям языка тела, этот жест означает, что партнер пытается выразить свою благодарность за заботу и внимание. Он чувствует себя любимым и расслабленным в отношениях. Как приятно это осознавать! Ребята всегда с огромным трепетом относятся друг к другу. 1 место. Тэхён облизывается, глядя на Чингука. Бесполезно сопротивляться природной красоте и привлекательности. Вот и Тэхён не смог устоять. Когда камера поймала Тэхёна, смотрящего на Чингука с высунутым языком, и взгляните на ухмылку в конце, он точно знает, что делает. Тэхён полностью подчинился своему инстинкту. Когда рядом Чингук, он перестает себя контролировать.
Поговорим о ключевых моментах, произошедших за неделю. 6 января мы увидели новое фото Чонгука и Чимина из учебного центра. Если бы не номер на каске, я бы не узнала Чонгука. Как вы думаете, это наш парень? Качество фото не очень хорошее. Татуировок, к сожалению, я не вижу, хотя брови его. 4 января были опубликованы новые фотографии Тэхёна из тренировочного лагеря. Кто бы знал, с каким нетерпением мы ждем эти сокровенные фотографии. Вопрос, почему только один Тэхён в маске? Как и на прошлых фото, только один Чонгук в маске. Хотя Чимин тоже известный артист, однако его личико мы увидели. Ребята что, сговорились? И почему у нашего солдатика такие грустные глазки? Мы скучаем по тебе. Кстати, эта фотография была сделана в день рождения Тэхёна. И еще один важный момент. Тэхён официально назначен в подразделение военная полиция специального назначения. После 5 недель базовой подготовки у Тэхёна будет еще 3 недели дополнительной подготовки, чтобы подготовиться стать спецназовцем, прежде чем он будет направлен в свое последнее место, где он будет служить до конца своей службы. Брат Чонгука в Инстаграм выложил фото посылки от Чонгука из армии. Чонгук отправил свой багаж семье, и там вещи, которые он носил в первый день призыва в армию. Надпись на коробке: «Гордая армия Республики Корея. Благодаря вам я чувствую себя сильным». Вроде ничего такого, а грустинку поймала. Golden Чонгука включен в список рекордных альбомов 2023 года по версии MTV. Самая продаваемая неделя для солиста кей-поп в США. Кофейня Композ выложила еще больше фотографий Тэхёна. Это неофициальные фотографии, но они определенно хотели показать, что Тэхён их модель. Им срочно нужно больше рекламных материалов с Тэхёном. И, кстати, Тэхён все-таки полюбил кофе. Все пьют кофе, и Тэхён стал пить. Читала, что он пьет карамельный макиато. Эта кофейня Compose Coffee по сути стала святыней эпохи лейовер Тэхёна. Я даже не сомневаюсь, что песни с альбома звучат в кофейне. Волшебный голос Тэхёна и кофе – это рай. Вот такая уютная атмосфера с фотографиями, плакатами, игрушками царит в кофейнях Compose Coffee. Как бы хотелось побывать в одной из этих кофеен, насладиться ароматным кофе с вафлями и любоваться всей этой красотой. Я хочу этих очаровательных кукол. Ора сказала, что сотрудница Compose Coffee приложила стикер с рисунком Юнтана к ее заказу. Какая прелесть! Это рай для тех, кто любит Тэхёна. Рассказ Ор, который заступил на службу в армию 26 декабря. Народ, вы видели BTS лично? Я видел. Вчера, после специального испытания, я шел пешком 40 минут, чтобы вернуться на базу, и увидел на улице большой рекламный шар с надписью «Тэхён с днем рождения, 30 декабря». Потом, через 10 минут, я встретил самого Тэхёна, который был полностью вооружен и закрывал лицо. Айдол есть айдол, даже если он скрывает это. Его пропорции были такими безумными, а лицо было очень маленьким. Вот везет же ребятам, можно туда хоть кем-нибудь устроиться работать. Ор говорит о вежливости Тэхёна в армии. Двоюродный брат моего друга находится в том же подразделении, что и Тэхён. И сегодня, так как это были выходные, он позвонил мне по телефону и сказал,
что Тэхён самый вежливый и обходительный среди стажеров. Так как вы знаете, он стал командиром взвода среди стажеров и очень вежлив. Он сказал, что Тэхён добился бы успеха, даже если бы он был обычным солдатом, а не айдолом. Мы и не сомневались в нем. Меня больше всего в Тэхёне привлекает его доброта и так, как он внимательно и нежно относится к людям. И по традиции давайте посмотрим, что вчера ели наши мальчики. Суббота. Завтрак Тэхёна. Булькоги, бургер, жареное яйцо, хлопья. Калорийность 1684 килокалории. Суббота. Завтрак Чонгука. Рис, суп с клёцками на воде, жареная свинина и кимчи, яичный рулет, редька, кимчи. Калорийность 872 килокалории. Суббота. Обед Тэхёна. Рис, куриный суп с водорослями, жареные вешенки, свинина пульгоги, кимчи. Калорийность 1334 килокалории. Суббота. Обед Чонгука. Суп-пюре из брокколи, хлопья, бургер на гриле, крылышки буфало, салат с клубничной заправкой, газированный напиток. Калорийность 1806 килокалорий. Суббота. Ужин Тэхёна. Острый жареный кальмар с рисом, яичница, салат из маринованных ростков фасоли, острый маринованный редис, молоко и молоко со вкусом банана. Калорийность 1352 килокалории. Суббота. Ужин Чонгука. Рис, суп из говядины и свинины, бифштекс с сыром, салат из маринованной редьки и кимчи, кимчи из капусты, шоколадное молоко. Калорийность 968 килокалорий. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи и с Новым годом!